Здравствуйте, стрельцы! Приветствую вас на канале. Сегодня у нас прогноз на сентябрь 24. С чем мы заходим в сентябрь? Пятерка жезлов и восьмерка чаш. Это, знаете как, это заходим с выгребанием ошметков, остаточных, старых болячек, старых разочарований, вполне возможно и болячек. То есть по этой паре я скажу, что у кого-то в конце августа возникают какие-то такие эмоциональные триггерные как бы точки, когда вы вдруг начинаете на что-то реагировать по-старому, как вы реагировали, да, там когда-то. И вы задаетесь вопросом, блин, ну вроде бы я уже от этого ушел или ушла, какой черт это опять все выскакивает, да, там могут быть какие-то страхи выскакивать или какие-то сомнения или еще что-то. Нет, просто вы дошли до того уровня, где этот мусорок, он замечен, да, где он еще остался. И вот через осознание этого, через как бы понимание, что это уже все отжило, и отпускание, вы очищаетесь, как бы доочищаетесь. То, что, в общем-то, где-то как-то застряло. Восьмерка и четверка жезлов. Вообще, она говорит какое-то моментальное мгновение обретения гармонии. Внутренней гармонии, внешней гармонии. И я бы не знала, как вы, бы с радостью взяла бы вмиг и оказалась там, где царит гармония, да, внешнего пространства. Вот я не знаю, как оно проиграется. Это внутреннее, это внешнее. Сначала у нас идет на энергетическом плане, потом это выходит на внешний план. Но здесь обретение гармонии, просто выход, вылет, да, какой-то такой стремительный, именно к гармоничному состоянию. Для кого-то вполне возможно гармоничной внешней жизни, да, то есть. А еще по четверке жезлов, что это такое? Это получение результатов, то есть это сбор урожая. Ну, это говорит о том, что это вполне заслуженно, да, то есть это не просто какое-то там такое неожиданное гармоничное состояние, да, или сбор урожая. Это говорит о проделанной масштабной работе, которая не сама по себе произошла, а произошла из-за труда вашего. Императрица и сила. Я спросила, что это они хотят сказать, о чем это. Сюда вышла это сраная опять умеренность, десятка жезлов и тройка жезлов и тройка чаш. О чем она говорит? О том, что вот этот вот тяжелый некий застой, который вполне возможно кого-то уже тяготит в натуре, да, ему подошел конец. Да, ну вот эти энергии силы и императрицы, они говорят о том, что это было необходимо, то есть это как закалялась сталь, да, то есть это закалку такую получили ядричную за счет вот этого застоя, за счет этого умеренности, которая уже вот просто, да, накатала там эта умеренность вместе с десяткой жезлов. Короче, через это проложена такая трасса, да, трасса к нечто новому. Я так понимаю, что вот это как раз-таки и говорит выход из этой, в общем-то, из этого застоя, из этой умеренности, да, в новое пространство, к новым людям, к новым ощущениям, в нечто неизведанное.
да. Вообще вот здесь хочется сказать некая полноценность, да, то есть здесь вот это вот состояние, оно будет настолько полноценным, настолько приятным, что даже вот этот вот некий застой, он перестанет как будто бы триггерить, что ли, да, то есть настолько это будет очень приятное ощущение, не ощущение даже, а именно состояние, что все вот эти вот тяжести, которые были до этого состояния, они как раз-таки покажутся инструментом благостным, который, благодаря которому ты обрел вот это вот состояние полноты, полноценности, внутренней силы, наполненности. Но все-таки вот это вот, конечно, предполагает выход в нечто новое. Дальше у нас идет рыцари меча и пентаклей. Я спросила, о чем это, да, то есть что это за наскок такой. А это возможности, вот эти вот как раз-таки, да, вот эти 4 карты, они говорят о том, что здесь выйти в новые, как бы, перспективы для себя, то есть здесь выйти к новому коллективу, к новой работе, к новому взаимодействию, именно к тому, к чему вы стремились, да, по звезде. И для этого вам будут даны возможности по рыцарям. Причем вот здесь интересно, только смотрела Скорпионов, да, и вот там прям в негативном аспекте вышел рыцарь мечей. Здесь, в данном случае, это опять-таки позитивный аспект этой карты наравне с 8 жезлов, да, то есть это некий такой резкий выход. Такой шанс, который вот просто за хвост ухватишь, и, в общем-то, все. И никто тебя там с панталыку не собьет. А не собьет тебя никто с панталыку, потому что у тебя вот это состояние наполненности и силы, то есть это настолько монументальное, удивительное состояние, что тебя с пути своего никто не сдвинет вообще, не свернет тебя, да, то есть это просто нереально. О чем говорят дополняющие карты? Дополняющие карты говорят... Слушайте, а здесь дополняющие карты прям такие довольно-таки светлые. Это все из-за состояния. То есть состояние ваше в сентябре, оно будет резко отличаться от других ваших состояний. То есть это для вас будет нечто новое, и оно настолько приятное, что вы это отметите для себя, что вот такое состояние, да, и вы будете как бы желать пребывать в таком состоянии постоянно. Потому что вот эти вот состояния новые, когда мы проходим что-то, когда мы чему-то научились, что-то от себя убрали, что-то впустили, вот эти состояния, они как бы не постоянные, да, то есть их нужно удерживать для чего? Для того, чтобы ты осознавал, понимал, чувствовал эти состояния и мог сознательно влиять на свое внутреннее состояние, что если тебе состояние это нравится, значит ты проводишь некий анализ для того, чтобы понять, откуда берется у тебя такое состояние, благодаря чему ты получаешь это состояние. И сознательно как бы вызывать и пребывать вот в этом благостном состоянии. Это тоже этап обучения, владения собой, своим состоянием.
Знаете, здесь действительно показывают неких новых людей, которые появляются в сентябре в вашем поле, физических людей. И эти люди будут очень заинтересованы в вас, в вашей работе, в ваших... То есть они будут заинтересованы в вас. Опять-таки, эта заинтересованность у кого с чем связана? У кого-то заинтересованы в вас как в некой ценности, да, которая... И здесь люди открытые. То есть тот, кто появится в вашем поле, заинтересованный в вас, в ваших способностях, в вашей работе или в том, что вы делаете, да, в каких-то ваших там, я не знаю, короче, заинтересованы в вас. Так вот, эти люди будут открыты, и здесь не нужно чего-то опасаться или как бы бояться, ждать какого-то подвоха, да. Все подвохи вы должны оставить вот в начале. Там все вымести, выгребсти, по сусекам поскрести и все нахрен выбросить и сжечь, да. Вот. Поэтому здесь ничего не нужно опасаться, эти люди будут открыты, и они действительно появляются в вашем поле. У кого-то здесь может быть это как бы разговор такой, как бы не то чтобы официальный, полуофициальный, да, но с неким таким, как бы с некой такой захватом на будущее. У кого-то это может быть предложение, приглашение, приехать куда-то. Но здесь вот это вот приехать куда-то, по вот этой линии я не вижу. По восьмерке жезлов, конечно, здесь может быть некая поездка, да, перелет куда-то. Но вот по этой линии я этого не вижу. Но вполне возможно, опять-таки. И что еще? Здесь еще, опять-таки, да, вот это вот дублируется красота. Здесь кто-то вам будет говорить о том, что, блин, а может быть это не то, тебе нужно подождать, что-то какие-то они мутные, что-то вообще какое-то предложение, кто это, что это. Это будет говорить тот самый как бы вампиреныш, который вас там подъедал, подъедает, который не хочет каких-то перемен вообще для себя, для вас и в целом. С другой стороны, это можно рассчитывать как бы как некое подтверждение пространству на ваше вот как бы намерение, да, на ваше желание. Оно у вас не изменилось, оно у вас не поменялось, вы там не передумали, вы там не труханули или еще что-нибудь вы там не сделали. В желании опять вас увлечь вот в это вот как бы радостное, тухлое пребывание по умеренности десятки жезлов, да. Вот. Что еще хочу сказать? Ну вот опять. Интересно так бывает. Сначала озвучиваешь одну информацию, потом так бах, открывается другая. Спрашиваешь, ну а почему раньше нельзя было открыть? Ну, потому что все как в чемодане уложено, да? Сначала нужно достать верхнее, чтобы открылось нижнее. Здесь все-таки у кого-то будет дорога. Знаете, у кого будет дорога? Дорога будет у тех, у кого был запрос на любовь, на истинную любовь, на личные взаимоотношения. То есть вот у этих людей будет в сентябре дорога. Это не отменяет того, что вам сделают какое-то предложение и будут заинтересованы в вас. Нет, просто это чуть-чуть как бы дальше, да, с продолжением. Потому что эта дорога для вас будет судьбоносной. В этой дороге, в этой поездке или туда, куда вы поедете, или эта дорога приведет вас именно к тому человеку, который, в общем-то, которого вам
дарит пространство, да, дарит вам пространство, потому что вы делали в пространство запрос быть в любви, жить в любви, да, или там в истинных каких-то чувствах. Вот пространство вам это дарит. И опять-таки, смотрите, судьбоносное, когда говорят судьбоносная, это может иметь большой разбег. То есть судьбоносное это вы поехали туда, и вас там через 3 месяца, через полгода, через год, ну это слишком большие. Эти я сразу скажу, это сейчас таких больших разбегов нет и не будет. Все очень как бы свернуто, да, все очень стремительно. А вас это в дальнейшем там приведет вот как раз-таки к этой судьбе. То есть это не обязательно, что вы прям вот туда поедете и вот вы встретите, да, встречать вас будет там, я не знаю, в аэропорту, у трапа или там у автобуса или еще там у поезда, чего там. То есть здесь не шаблоньте себя сами, не рисуйте у себя вот эти вот какие-то конечные картинки. Здесь важно быть в доверии. Скажи, я учусь быть в доверии. Я доверяю себя, в общем-то, пространству. Я уже все выразил, сказал, что я хочу, как не надо было говорить, кстати, да, что я хочу, куда я иду, какие у меня намерения. Все, я со своей стороны поработал, я себя проработал, слышу себя, иду по зову импульса, как бы все, что от меня требуется, я делаю. Все остальное я доверяю пространству, я пребываю вообще в доверии пространству. Да, да, нет, нет. То есть вот так. И тогда все будет складываться. Здесь действительно главное быть в доверии и слышать те самые импульсы. Хотя здесь нет про импульсы, да, это было у скорпионов про импульсы. Ну, я дополню вам, что такое импульсы. Импульсы это когда, неважно сколько времени, неважно где ты находишься, вдруг тебе пришло что-то сделать, куда-то сходить, позвонить, написать, похлебать, пошлепать, я не знаю, побегать, попрыгать, что угодно. И ты встаешь и делаешь это. Вот это как бы исполнять импульс. Ты находишься на прямой связи с самим собой, своим высшим аспектом, который знает, где тебе нужно быть, когда тебе нужно быть и что тебе нужно делать и зачем. Даже если ты этого не знаешь, находясь в доверии и находясь вот в этом, как бы в этой связи, да, тебя всегда поставят там, где ты должен быть, дадут тебе то, что ты хочешь, то есть ты всегда будешь вовремя, везде, в нужном месте, в нужное время. Но для этого нужно учиться исполнять вот эти вот импульсы. Да, то есть говорить о том, я там тебя слышу, я там тебя понимаю. Я, видишь, я учусь, я вычищаю все эти, в общем-то, весь этот мусор, который как бы мешал нашему с тобой взаимодействию. О чем говорят звезды? Ну, звезды как раз-таки вот и говорят, что здесь встреча судьбоносная, во всяком случае, выход на нее, да, выход на нее. Через что? Вот эта вот карта, эта карта очень глубокая, она говорит о глубокой проделанной работе, о глубочайшей проделанной работе с собой и приведение себя в нечто новое. То есть это обновленный, возрожденный человек, совершенно иной, нежели он был до этого момента. Но дальше она не хочет говорить, здесь уже пошла какая-то белиберда. То есть все, что хотела, все сказала.